Хоумлендер не родился, его произвели. И в этом, казалось бы, техническом различии скрыта вся трагедия его существования. Там, где у человека есть начало, связанное с теплом, прикосновением, голосом, взглядом, у него была стерильная пустота. Не крик младенца, а фиксируемый параметр. Не объятие, а стекло. Не мать, а наблюдение. Его первое переживание мира – это не безопасность, а контроль. В классической психологии развитие личности начинается с привязанности. Ребенок не просто растет, он отражается в другом. Через глаза матери он узнает: «Я есть, я значим, мир безопасен». Но в случае Хоумлендера этого другого не было. Были только наблюдатели. Ученые, камеры, холодная рациональность, лишенная эмпатии. Он не был увиден, он был изучен. И это фундаментально меняет структуру психики, потому что там, где не возникает базового доверия к миру, формируется не личность, а механизм выживания. Ребенок, лишенный привязанности, не учится любить, он учится адаптироваться к отсутствию любви. И если обычный человек боится потерять связь, то Хоумлендер с самого начала существует в ее абсолютной невозможности. Это не утрата, это пустота, которая никогда не была заполнена. Можно было бы предположить, что сила компенсирует дефицит, что, обладая способностями, близкими к божественным, он перерастет свою травму. Но происходит обратное. Его сила не лечит, она изолирует. Она делает невозможным любой равный контакт. Любой другой для него либо ниже, либо объект. А значит, не может быть источником подлинной связи. Он не встречает сопротивления, не сталкивается с границами, не получает обратной связи, которая формирует психику. В обычной жизни именно ограничения делают нас людьми. Нельзя, больно, другое тоже чувствует. Но Хоумлендер вырос в среде, где границы отсутствуют как класс. Его не останавливали, его фиксировали, не воспитывали, калибровали. В результате у него не сформировалась эмпатия не потому, что он плохой, а потому, что у него не было условий для ее возникновения. Ведь эмпатия – это не встроенная функция, это результат опыта. Это способность узнавать в другом себя. Но чтобы это произошло, сначала нужно, чтобы кто-то увидел тебя по-настоящему. Не как объект наблюдения, не как эксперимент, не как проект. А его никто не видел. Отсюда рождается парадоксальная, почти болезненная потребность быть признанным. Быть любимым, быть одобренным. Но эта потребность не имеет здоровой формы, потому что она не прошла через стадию нормального развития. Она не интегрирована. Она существует как голод, который невозможно насытить. Хоумлендер не хочет любви, он нуждается в подтверждении собственного существования. И именно поэтому любое внимание становится для него наркотиком. Аплодисменты, рейтинги, взгляды, восхищение. Это не просто бонусы его статуса, это замена того, чего у него никогда не было. Это его единственный способ почувствовать, что он есть, что он не пустота. Но есть проблема, внешнее одобрение не может заменить внутреннюю структуру. И тогда возникает нарциссическая конструкция. Не как выбор, а как необходимость. Если внутри нет устойчивого «я», его нужно создать снаружи, сконструировать образ идеального героя, символа, бренда. Он становится не человеком, а образом, который должен постоянно подтверждаться. Но чем сильнее этот образ, тем хрупче он внутри. Потому что любая трещина восприятия – это не просто критика, это угроза разрушения. Если его не любят, он исчезает. Если им не восхищаются, он никто. И в этом месте рождается страх, глубокий, иррациональный, почти детский. Страх быть отвергнутым миром, который он не понимает. И именно этот страх становится основой его будущей жестокости.
Потому что там, где нет устойчивой идентичности, любая угроза воспринимается как катастрофа. А когда у тебя есть абсолютная сила, ты не учишься справляться с тревогой, ты учишься ее уничтожать. Хоумлендер не чувствует вину, так как ее чувствуют обычные люди. Но это не отсутствие морали в классическом смысле. Это отсутствие опыта, на котором мораль строится. Он не проходил через стадии, где формируется понимание другого как равного субъекта. Для него мир изначально был асимметричным. Он центр, остальные периферия. И в этом смысле его бесчеловечность – это не отклонение, это логичное продолжение условий, в которых он был создан. Его психика – это не ошибка, это результат. Но именно здесь и возникает трагедия, потому что где-то под этой конструкцией все еще существует тот самый первичный дефицит. Неосознанный, не оформленный, но определяющий все. Это не боль, которую можно назвать, это отсутствие, которое нельзя восполнить. И иногда оно прорывается в странных, почти неловких попытках близости, в искаженных формах привязанности, в болезненной зависимости от фигур, которые дают хоть иллюзию тепла. В этих моментах он перестает быть символом и на секунду становится тем, кем никогда не имел шанс быть – ребенком, который ищет мать. Но проблема в том, что этот ребенок обладает силой, способной уничтожить мир. И потому его потребность в любви становится опасной не только для окружающих, но и для него самого. Потому что каждый раз, когда он тянется к чему-то человеческому, он сталкивается с невозможностью это удержать. Он не знает, как это работает, он не умеет быть в этом. Он может только требовать или разрушать. Так формируется личность, в которой нет опоры, где грандиозность – это защита от пустоты, где сила – это компенсация бессилия, где жестокость – это язык, на котором говорит травма. И если смотреть глубже, становится очевидно, Хоумлендер – это не просто антагонист, это крайняя форма ответа на вопрос, что происходит с человеком, если у него изначально отнять возможность быть человеком. Он не потерял человечность, ему ее просто не дали. На определенном этапе жизни Хоумлендера происходит не взрыв, а расползание, не мгновенная катастрофа, а медленное разрушение структуры, которая без того держалась на внешних подпорках. То, что раньше выглядело как контроль, начинает трещать изнутри. То, что казалось силой, начинает обнажать свою зависимость. То, что называлось «я», начинает исчезать. Потому что невозможно бесконечно удерживать маску, если под ней нет опоры. Мир постепенно перестает быть для него предсказуемым зеркалом. Люди уже не так однозначно восхищаются. В их взгляде появляется сомнение. Страх начинает смешиваться с недоверием. И это изменение, почти незаметное со стороны, для Хоумлендера становится разрушительным. Потому что он не умеет существовать вне отражения. И когда отражение искажается, он теряет контур. Это и есть начало внутреннего коллапса. Не потому, что он сходит с ума в клиническом смысле, а потому что исчезает та конструкция, которая удерживала его психику в относительной целостности. Маска больше не работает как защита, она становится источником напряжения. И тогда начинается регресс. Не как осознанное возвращение к прошлому, а как автоматическое движение психики туда, где когда-то возникла травма, к той точке, где все оборвалось, где не было любви, где не было привязанности, где был только холод и наблюдение. Хоумлендер начинает искать то, чего у него никогда не было, но делает это единственным доступным ему способом, через контроль и поглощение. Он не умеет любить, он пытается присвоить. Любовь для него – это не встреча двух субъектов, это устранение дистанции любой ценой. Это желание, чтобы другой не просто был рядом, а полностью принадлежал. Не имел своей воли, не мог отвернуться, не мог разочароваться. Потому что любое проявление автономии другого – это угроза.
И здесь его потребность в близости становится разрушительной. Он тянется к фигурам, которые могут дать иллюзию тепла, но превращает их в объекты зависимости. Он ищет мать, но не может выдержать ее отдельности. Он хочет быть принят, но не способен принять в ответ. Это не отношения, это замкнутая система, где другой существует только как функция его внутреннего дефицита. И когда эта система дает сбой, когда другой не соответствует ожиданиям, когда проявляет страх, отвращение, сопротивление, возникает не просто разочарование, возникает обрушение. Потому что вместе с этим исчезает иллюзия, что он может быть любим. И тогда включается следующий уровень – утрата границ. Границы – это то, что формируется через взаимодействие. Через опыт «я не все могу», другой «не я», существует предел. Но Хоумлендер никогда не прошел этот этап. Его сила с самого начала исключала необходимость учитывать другого. И пока его психика удерживалась маской, это как-то компенсировалось. Но в момент коллапса эти ограничения исчезают окончательно. Он перестает различать желание и право, импульс и действия другого и себя. Все становится единым потоком, который требует немедленной реализации. Если он хочет, это должно произойти. Если он чувствует, это должно быть выражено. Если что-то мешает, это должно быть устранено. Это не просто вседозволенность, это отсутствие внутреннего механизма, который в норме останавливает человека. Не из страха наказания, а из понимания последствий. И способности представить другого как чувствующего субъекта. У него этого просто нет. И потому его жестокость на этом этапе перестает быть инструментальной, она становится почти естественной. Не потому что он злой, а потому что между импульсом и действием больше нет расстояния. Это и есть точка, где он становится по-настоящему опасным. Не как стратег, не как манипулятор, а как неконтролируемая сила, у которой нет внутреннего ограничителя. Но парадокс в том, что чем меньше у него границ, тем сильнее ощущение пустоты. Потому что границы – это не только ограничения, это форма. Это то, что дает ощущение «я есть». Когда их нет, исчезает и структура. Он становится всем и одновременно ничем. И в этом состоянии одиночество достигает предела. Не социального одиночества, он окружен людьми, вниманием, властью, а экзистенциального. Никто не может к нему приблизиться, никто не может его понять, никто не может быть с ним на равных. И самое главное, он сам не может быть собой, потому что внутри нет того, с кем можно быть. Это абсолютная изоляция, замкнутая не внешними обстоятельствами, а внутренней пустотой. И чем сильнее он пытается заполнить ее через контроль, через близость, через разрушение, тем очевиднее становится, что она не заполняется, она только расширяется. И в какой-то момент возникает предельное напряжение между всемогуществом и бессилием, между способностью уничтожить все вокруг и невозможностью изменить что-то внутри. Это тупик. Потому что все, что у него есть, не работает. Сила не дает близости, контроль не дает стабильности, образ не дает идентичности. И тогда остается только одно – существовать в этом разрыве. Между желанием быть любимым и неспособностью любить, между потребностью в другом и невозможностью его признать, между стремлением к целостности и отсутствием того, что можно собрать. Хоумлендер в этой точке – это не просто разрушитель, это человек, который оказался в пределе собственной конструкции, где дальше нет развития, нет интеграции, нет выхода в привычном смысле. Потому что, чтобы выйти, нужно вернуться туда, где все началось, к отсутствию, к травме, к пустоте. И впервые не уничтожить ее, а выдержать. Но для этого нужно то, чего у него никогда не было – внутренний другой, способный остаться рядом.